Привет, меня зовут Снежа, я шью и вяжу. В этих видео я вяжу для себя, вяжу на продажу и коплю на швейную машинку. В последнем ролике я решила, что я дам себе перерыва, и перерыв затянулся. И мной было принято решение, что этим влогом я хочу закрыть эту ветку влогов, то есть закрою тематику накопления на швейную машинку, вязания на заказ, вот этой вот тематики, и перейду к другой. И сейчас я хочу подвести итоги, показать, чем я занималась то время, что не снимала. И у меня есть 3 заказа, упакую заказы, и дальше как пойдет неделя, так буду снимать. По поводу остатков пряжи. Осталось немного. Некоторые, кстати, кусочки, остатки я выкинула, потому что мне не нравилось их качество. Там прям вот совсем немножечко оставалось. Я поняла, что они меня не вдохновляют, если вы помните. И не выдержала моя душа. Я заказала себе 2 бобины. Одна уже практически закончилась. Сейчас покажу, что я из нее вяжу. И вот такая вот вторая, и вот такого цвета. Пока я к ней не притрагивалась, потому что я сейчас вяжу юбку длинную. Начала вязать ее изначально специально под событие, то есть я вяжу ее, чтобы сделать аутфит на день рождения, должен быть еще топ, и вот сейчас я на середине юбки. Промежуточный сейчас этап вам покажу. Вот такая юбка, я немножко встану, чтобы удобнее показать. Хочу сделать длинную, осталось вот здесь добавить еще 3 слоя, таких же, как вот есть здесь. И вот здесь я буду немножко ее удлинять по сетке. В принципе, это все, чем я занималась все это время. Я посвящала другим вещам, занималась спортом, бегом и так далее и тому подобное. Погнали запаковывать заказы. Покажу, что заказали. Это все БУ вещи. Галстук. Купили вот этот чепчик, который я носила зимой. Книги купили. Старую косметику, которую я в одном из видео расхламляла. И вот как раз ее недавно приобрели. Сейчас будем класть подарочные брелочки наконец-то. Для двух вещей я использую просто пакеты, которые забираю с ВБ. Я просто их сохраняю и потом отправляю в них в Авито, в секонде. Короче, все для БУ вещей. Естественно, новые вещи вязаные я отправляю в свои упаковки, но БУ я отправляю вот в такой подарочек. Как раз подойдет. Добавили. И пойдем к вещам. Я просто пишу, какую доставку мне нужно это отнести. Здесь я написала хито и 5 пост, мне нужно отнести это в 5 пост. Первый раз продала вещь, вот эти книги на ВБ ресейле. Через месяц у меня произошла первая покупка на ВБ ресейле. Не парься, ребят. Я думаю, с временем особо не должно что-то случиться. Я так вот компактно покупала.
Ну паркур, ну паркур. И музыку, короче, с тектоника тут поставь. Привет, теперь у меня есть микрофон, и я решила так экспериментально записать свой голос, свой рассказ на моменты, когда я буду вязать эту юбку. Хотела просто рассказать, что вязание этой юбки и вообще в целом создание комплекта к моему дню рождения для меня является очень важной вещью, потому что каждый год вы знаете, что и шью, и вяжу достаточно долго. Точнее, шью я уже, наверное, больше 7 лет, вяжу я, получается, уже 2-й год. И никогда не было такого, чтобы я создавала для себя специально какие-то красивые наряды, причем я как раз-таки специализировалась именно на более такой нарядной одежде, да, и никогда себе особо ничего специально не делала, хотя мне очень хотелось, просто не было времени, сил, денег, всего угодно, любые оправдания, какие я могу найти. Я здесь применяю. В общем, я этого никогда не делала. Это первый год, когда я запарилась и сделала себе что-то. Вот эту юбку я делала практически месяц. Топ я сделала за чуть меньше недели. Я не совсем довольна до конца этим комплектом, но в целом он вышел красивый, и я выполнила свою, скажем так, прямую функцию — это сделать красивый наряд для себя. Вот здесь вы видите уже юбку практически законченную, точнее, здесь осталось добавить один, по-моему, ряд. Вот, я примеряю ее, наслаждаюсь. И здесь она мне, кстати, уже очень понравилась, потому что в коротком варианте мне не очень нравилась эта юбка, а сейчас, когда я увеличила вот эту сетку, она стала мне нравиться намного больше. Минус вот этой юбки, кстати, в том, что я начала вязать ее в 2 нитки. Возможно, стоило сделать это в 1 нитку, хотя верх был бы не плотный и более прозрачный. Но не знаю, было бы ли это плохо. Сейчас уже не знаю. Вот, поэтому она получилась очень тяжелой, и носить ее вот так вот просто в жизни достаточно тяжело. Я не знаю пока, как ее носить просто так, только, может быть, на какие-то мероприятия, возможно, я еще ее надену. На день рождения я ее уже надела, потому что я сейчас вам вещаю из будущего. Вот, что еще сказать? У меня несколько раз спрашивали по поводу туториала на эту юбку, и я подумываю о том, чтобы научиться делать схемы, и, возможно, где-то это выложить, возможно, за денежку, потому что именно туториал формат Ютуба я не знаю, как это сделать, смогу ли я вообще это повторить. Вот, вообще нужно будет вспоминать полностью, как я ее вязала, потому что это было без записей, так сказать. Я вязала по наитию, как мне хотелось, так я и делала. Начало я взяла с готового туториала, и то я его изменила под себя. Ну вот, здесь вы уже видите законченный вариант юбки. Мне она очень нравится, красивая, хорошенькая. Что еще, как это еще описать? Вот, оцените в комментариях. Очень хочу послушать, как вам она понравилась или нет. Это была заключительная часть этой ветки влогов. Вот столько сейчас на данный момент на машинке. Это пока что все накопления, которые будут на машинку. Дополнять я их не буду. Они останутся такими. И на эту сумму я буду покупать себе машинку, так сказать, без претензий на какую-то роскошную машинку, просто обычную базовую. Начнем с этого. Спасибо, что смотрели эти видео. Спасибо, что оставляли комментарии. И вообще оставляйте комментарии к этому видео. Оно получилось очень коротким, потому что было очень мало времени. Я занималась другими вещами, про которые вы узнаете позже. Вот такие дела. Всем пока!